Всем привет, с вами на связи Андрей Финаш на канал TestLab, и сегодня мы продолжаем тестировать светодиодные лампы. Вы давно просили меня проводить тесты ламп с AliExpress, и эта лампа, так сказать, это вот первая ласточка. Удалось нам договориться с интернет-магазином по условиям. Ссылка, кстати, на него будет в описании. И поэтому сегодня мы посмотрим, как светит данная лампа. Лампа, в общем-то, довольно-таки компактная. Она влезет в большинство фар без какой-то переделки задних крышек, потому что у нее используется вентилятор. И, кстати, вот мое отношение раньше к вентиляторам было достаточно плохое в лампах, потому что габариты ламп были достаточно большие. А сейчас габариты ламп сильно уменьшились, и наличие вентилятора в них – это огромнейший плюс, потому что позволяет сделать лампу и компактной, и хорошо охлаждаемой. За ресурс вентилятора я практически не боюсь, потому что я представляю, сколько вентиляторы работают в обычных компьютерах в условиях пыли, а не внутри герметичной фары. Снаружи фара и вентилятор, конечно, работать долго не будет. В этом ключевой момент. Поэтому, когда лампа компактная и она с вентилятором, у меня на этот счет, по большому счету, никаких нет переживаний. Второе, чем мне понравилась данная лампа, это заявленная мощность. Там на страничке указано порядка 100 Вт. Но я так понимаю, это все-таки на две лампы. То есть мы, конечно, померяем реальную мощность. Но видно, что лампа довольно мощная. Поэтому мне было интересно посмотреть, как она светит в реальной фаре. Драйвер, как вы видите, у нее довольно-таки компактный, то есть он очень маленьких размеров. Видно, что зайдет практически, опять же, в любую фару и закроется со штатной крышкой. Цоколь у лампы также сделан довольно качественно, в плане того, что сама оправка, вот она вот эта стальная, сам цоколь, а центральная часть пластиковая. Когда цоколь целиком пластиковый, это плохо, потому что он от температуры лампы, он начинает со временем деформироваться, и лампа уходит из фокуса. А с остальными цоколями, как выяснилось, тоже есть некая проблема, потому что при их производстве возникают достаточно большие люфты между цоколем и лампой. И вот эти люфты также негативно влияют на фокус лампы. Поэтому здесь мне понравилась конструкция стальной цоколь снаружи и пластиковый, соответственно, именно по центру. Также здесь есть такая хитрая штука, как вот эти цветные колпачки, которые можно одеть на лампу и таким образом изменить ее цвет. Я, конечно, понимаю, что это баловство, по сути, но раз эта возможность есть, ну, как говорится, развлекайтесь. Позже в видео вы посмотрите, как она может светить с этими колпачками и нужен ли вам такой цвет. Еще одна очень интересная особенность – это вот то, что эти лампы построены на светодиодах Cree, а не на чипах Philips, как вот у всех ламп, которые я тестировал. Поэтому мне очень интересно будет сравнить одни чипы с другими. Поэтому предлагаю начать тестирование данных ламп, поставить их в 3 фары. Напомню, у меня есть лампа, фара от Гранты, которую я только что купил, фара от Solaris и фара от Четырки. В общем, поставить эту лампу в 3 вот эти фары, посмотреть, что у нас там будет со светотеневой границей, и сделать замеры. Итак, как вы видите, поставил я лампы, соответственно, фару от Solaris. Решил первый поставить. Потребляемую мощность вы тоже сейчас видите на экране. Ну, прибор немножко сходит с ума от того, какой свет дает лампа. Давайте посмотрим на экране, что там, собственно, есть. Так, ребят, а тут мы видим полнейший трэш и безумие. Смотрите, здесь абсолютно прибор не может определить точку перелома. Видно, что слишком хаотично свет распределяется, и мозги прибора, собственно, этого сделать не могут. Причем не могут сделать не только мозги прибора, но, в общем-то, и я. Вот сейчас вы видите, как она светит на экране. Тут очень сложно, скажем так, действительно угадать галку. Видно, что часть чипов явно не в фокусе, и это полностью вот изменяет свет, который дает данная лампа. Если же попытаться что-то все-таки замерить в данном режиме, то смотрите, вот в стандартном режиме замера ближнего света прибор вообще показывает очень маленькую освещенность. Плюсом я даже не знаю, в какой точке он берет эту освещенность. Но если немножко схитрить и провести замер в режиме дальнего света, об этом я, кстати, делал видео на втором канале, вот это. Если кто сильно понимает в свете, пожалуйста, посмотрите, вы тоже там часть информации поймете. Ну так вот, в общем, если сделать замер в режиме дальнего света с определением самой яркой точки, то тут видно, что действительно данная лампа, благодаря своим мощным чипам,
светит, естественно, ярче, чем стандартный галоген. И поставив такую лампу-фару, вы действительно улучшите свет на дороге, но проблема в том, что вы улучшите свет не только на дороге, потому что четкой светотеневой границы, к сожалению, с этой фарой не получается. Итак, следующая фара уже от Гранты. Вот вы видите, как светит штатный свет, а вот вы видите, как светит данная лампа. Ну, тут тоже, конечно, вопросов много. Видно, что отличаются границы, очень сильно отличаются. Но действительно светодиоды светят ярче. С этим спорить я точно не буду. А вот вы можете наблюдать режим дальнего света. Ну и в фаре на пятнашке, смотрите, здесь опять же вот ближний свет, вот ближний свет от вот этих диодных ламп, вот дальний свет от диодных ламп. Итак, фотографии вы сейчас видели. На 3 типах фар я ее сейчас протестировал, показал вам, как она светит. Какие выводы можно сделать? Блин, вывод первый. Классные чипы, яркие, видно, что яркие, но стоящие не в фокусе, они портят всю картину, которую могла бы давать эта лампа, за счет того, что вот именно часть площади вот этого чипа находится не в фокусе. И это крайне сильно влияет на светотеневую границу, как вы видели. Освещенность, да, они прибавляют, но вот в таком формате, что светить будет ярко, но часть будет просто идти там навстречу людям, а часть будет идти на дорогу, но в таком несколько хаотичном состоянии, скажем так. Поэтому я, конечно, благодарен интернет-магазину Z-Date Official Store за то, что они прислали мне данную лампу на тест, но хотелось бы, чтобы они прислали в следующий раз что-нибудь более, скажем так, подходящее, более правильно светящее. Ссылку я на них, естественно, оставлю в описании в любом случае. Вы, пожалуйста, смотрите, нужна ли вам такая лампа или нет. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайк. Если была бесполезна и вы считаете, что все должно быть по-другому, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео.